мне здесь на Полежаевской человек очень сильно помог. Он, мягко говоря, был не трезв. И очень он мне хотел помочь. До дома довезу, говорит. Или вот бывает вот так вот. Возьмут, нужна помощь. Нет, вы скажите. Ну, вас на руках донесем. И на эскалатор занесу. Ну вот Вика же, по-моему, рассказывала когда-то, как ее в метро. Стою, говорит, жду на станции человека просто. Стою, никого не трогаю вообще. Подходит поезд, открываются двери. Кто-то меня берет на руки, говорит, ставит в поезд, двери закрываются, поезд уезжает. То есть просто думали, что девочка, значит, видимо, никак в поезд не попадет. Надо ее посадить. Посадили. Ну это как бы чуть-чуть, не знаю, может быть, это просто какие-то, издержки, что ли, такие. Но тут даже вообще проблема, в принципе, не в этом. Проблема-то просто в том, что неизвестно, как это общество научить нас 100% понимать, а не делать вид, что они нас понимают. Они, собственно, тростью Потому что зачастую же, как же, если ты инвалид, то значит, у тебя что-то с головой не в порядке. Это уже как по определению. Нездоровый. Ну да. Меня зовут Манжо Сергей. Сейчас мне уже 22 года. Я учусь на 3-м курсе на факультете информационных технологий. Моя специальность математическое обеспечение ЭВМ. Программирование как бы хобби. Именно нравится. Эту тупую железку, машинку заставлять что-нибудь делать. Все текстовые сообщения, они озвучиваются. Как бы работаешь так же, как и все остальные, только все остальное начинается с экрана, нам это прочитывается синтезатором. Я слепой, но ощущаю пространство. Я могу свободно бежать, чувствую зал, как бы где нахожусь, и чувствую, когда я приближаюсь к стенам, и уверен, что на них не наткнусь. Опа, еще добавили. Когда он со мной приезжает на сбор зрячий, когда они видят, что Сергей совершенно слепой, начинает на ноутбуке набирать программы, в шоке, все пребывают в шоке, в недоумении, еще ходят полчаса. Подходит и говорит: Николай Николаевич, вы видели там он на компьютере что делает? Вот у меня ребята приезжали, особенно из региона, говорят: видели, что он там набирает? Он слепой, да я, говорит, там одним пальцем полчаса сижу, он, говорит, за минуту набрал, как пианист, сыграл в Баха. Ты флешку поставь. Все, переходим. Я могу поставить. Давай. Ну что, не знаю как. К сожалению. Эта прога озвучивала меню, смс-ки всякие читала. Ну, здорово. Контакты прочитывала телефоном, чтобы можно было работать. С записной книжкой. PC. End. System. Enter. Просмотр списка. Фэт. Install. News. News. Фэт. Я занимаюсь спортом, я чувствую себя более уверенным по жизни. Навыки дзюдо, которые я получаю, это все-таки борьба, как бы мне дает уверенность по жизни, что я могу постоять за себя. Физически как-то развиваешься, координация движения развиваешь, как бы помогает ориентироваться, именно ходить. Помогает себя чувствовать нормальным человеком. И
меньше обращать внимание на то, что ты не видишь. Раньше, когда пришел, вообще был настолько он тихий, забитый, сидел молча. Сережа, это сделать, сделай. Сереж, как чувствуешь? Нормально. Что, давай пульс. Сколько пульс? Столько. Я просто рад. Вот парень изменился на глазах. Окреп, пришел мальчишка, худенький такой, все. Сейчас вот, ну, благодаря дзюдо еще тоже, что там тренажерку ходит, играет, все. Вот он, можно сказать, мужчина стал. 23, 24, 25 и последний раз. Ну, 26, молодец. Оставайся стоять. Игра голбол – это игра, специально созданная для незрячих. В эту игру могут играть как полностью незрячие спортсмены, так и слабовидящие. И для того, чтобы как-то приравнять их, на глаза одеваются очки, которые не пропускают свет. То есть игра очень сложная и она уникальная, потому что у нас получается спортсмен одновременно и игрок, бегающий, нападающий, и в то же время он вратарь. Он и защищается, и нападает. Быть такими, как все. Есть возможность у них стать такими, как все. То есть они... Я себя не чувствую там как-то каким-то ограниченным в чем-то. А вот зрячие люди, они, мне кажется, когда они с нами соприкасаются, ну, в большинстве своем, просто может потому, что у нас сейчас такое общество или вообще не знаю, им с нами совсем не так уютно, как нам с ними. Про экскурсию могу рассказать. Ну, да. В общем, короче, съездили на экскурсию. Ну, вот, я ездил, Наташка. Ростов, он же славен своей финифтью. Когда мы все это осмотрели, там тут же как бы крутятся вот эти продавцы финифти. И наши слепенькие пошли целой толпой, значит, смотреть эту финифть. И экскурсоводы все, значит, говорят: вот, знаете что, вот вы можете, конечно, посмотреть, но вот эту руками не надо ничего тут трогать. И вот как раз гениальный вопрос милиционерам. Ты что, наркоман? Я так удивился, говорю, нет, почему? Глаза бегают. Но он-то не знает, что у слепых, у подавляющего большинства зрачки бегают, потому что зрительный нерв атрофирован, если, да, то как бы зрачки, конечно, бегают. Ну я, нет, не наркоман, я просто не вижу ничего, от этого, наверное, глаза. Он так постоял, подумал, говорит, а что ж ты на футбол идешь? Я так удивился сначала, не понял, что он подумал. Я говорю, а что? Он говорит, так ты же слепой, что тебе на футболе делать? Я так постоял, говорю, ну я вообще болеть пришел. Ты дома лучше сидеть, ты же все равно не видишь, что ты идешь сюда. Очень многие ребята зрячие, они восхищены. Действительно восхищены. Как так? Человек незрячий, ходит по Москве, по огромному городу с машинами, автобусами, троллейбусами, метро один. Из одного конца в другой переезжает и все, бегает куда ему надо, и все, и по магазинам. И играть, ездить там какой-то голбол, футбол, и вообще, и стихи сочиняет, на компьютере работает, в институте учится. Это восхищение вызывает у людей. Поэтому мне в 19 лет совершенно не хочется быть зрячим. Если слепые перестанут замечать того, что они слепые, то тогда будет все нормально. А ты вам помогаешь в хозяйстве по дому? Бывает иногда, когда у меня время есть. А что делаешь?
Ну так, в основном по мелочам что-нибудь брать может. Помыть. Помыть тоже бывает. Так. Еще что-нибудь тоже дать есть? Мой компьютер, сетевое окружение, казино. Как ты печатаешь? Вот Мне просто интересно. Давай откроем. Control. Вот смотри, вот это не распустилось. Нет, понятно, это вообще не распустилось. Ну вот не распустилось. А этот будет Вот полностью. это не распустилось. Вот Этот- видишь? А вот это тоже. распустилось. Нет, он не распустился. Да распустился. Нет, он должен быть большим. Этот одуванчик распустился. Нет, он не до конца распустился. Потому что это не серединочка осталась. А он должен так вот совсем быть хороший. Ладно, хорошо. Этот одуванчик не распустился. Он сейчас не распустится. Мы ему поможем. Счастье – это когда нет неразрешимых проблем. А у тебя есть неразрешимые проблемы? Пожалуй, неразрешимых проблем у меня нет.